здрасте. Если вы меня видите и слышите, можете поаплодировать. Да, вы не переживайте, вы не сошли с ума, это, вы не пришли в автошколу. Если что, да, я сейчас не просто автоинструктор, я просто там работаю, вот. Об этом поговорим чуть попозже, если что. Просто презентация корпорации автошкол. Спасибо, что пришли. Сейчас буду рассказывать, как получить права, как ездить, сдавать, можно ли поворачивать налево, если стрелка направо, и сюда идет вещь. Да, я получаю каждые 10 гривен с просмотра видео, где есть мое худи, поэтому смотрите побольше. Так, ребят, сегодня мы рады, во-первых, вас видеть. Кто мы? Я Денис Морозов и Александр Серин. Давайте поаплодируем. Да, нам будет приятно. Да. Кто-нибудь из вас был уже на шоу «Диван»? То, что сейчас, собственно говоря, происходить будет. Ты была? Когда-то было. Когда-то была. Или тебя не было? Диван там. Не было. Квартирник, диван. Просто в мебельном было, правильно? Нет, это Видела квартирник, диван там? диван там стоял. Квартирник... просто стоял диван. Просто стоял диван? Просто стоял диван. Во-первых, шоу заключается в том, что это юмористически-терапевтическое шоу. То есть вы рассказываете нам о каких-то проблемах, а нам светят в глаза фонари, и мы не видим вообще, кто это делает. А во-вторых, мы предлагаем вам юмористические решения. Иногда даже толковые. Иногда толковые. И практические, да. С вас 5000 будете говорить? С вас 5000? Нет. Подождите, у психологов такие тарифы? Или по 2500 на психолога типа считается? Где-то так, где-то так. Вот. Такое будет шоу. Вы уже испугались от того, что я рассказал, как будет сегодня все происходить? Не, мы ничего не поняли. Налейте еще. Подставной человек сидит. Да, это наша знакомая, она всегда так говорит. Касательно любовь. Когда корпорация автошколы рассказывает ей правила, это же мы ничего не поняли. И он более доступен. Мы там тоже ничего не поняли. Да, понятное дело. Вот. Поэтому, еще раз, вам нужно будет рассказать какую-то проблему, свою, любую. Может, проблему друга. Вот нам это рассказывали, что вам было понятно. Однажды приходил мужчина, сказал, что он не знает, как выплатить алименты, не выплачивать алименты. Не знаю, как платить алименты? Уже долг 10 лет. Как платить алименты? Ни хера не знаю. Это мой долг, потому что не знаю, как платить. Была девушка, которая сказала про подругу, которая все время мутит с таксистом и не знает, как помочь своей подруге, чтобы та перестала с этим таксистом мутить. С одним и тем же или сразу? Да, она все время с ним сходится, расходится. Мы говорим, так пусть заказывает другого, говорим ей. Что она? С моим таксистом мутит? Нет, не с вашим таксистом. Да. Мой таксист. Вот, ты тоже мутишь с таксистом, получается. Сейчас мы решим твою проблему. Что еще рассказывали? Одна рассказывала, что хочет бросить курить, но не может, потому что тогда ее бросит муж. Такие Нет, но самый эпичный человек был, который пришел, ему 38 лет было, он пришел на днюху свою к нам, это было летом, и он говорит, что он добился пика в своей карьере. Внимание, он работал гловером. Он сказал, что он работает в большой, крупной логистической компании. Да. Оказалось, доставщик в Гловы. Но вообще, на самом деле, он сказал... сделал, да. Нет, но самое интересное, что он сказал, что это пик его карьеры, понимаете? Ему нравится. Да. И это печально. Да. Так он и сидел грустный, вы понимаете, в чем дело? Не то, чтобы он прям такой, о-о-о-о-о, смотрите на это стоптанные ботинки, знаете, где я их топтал? Не, такая вот работа была у человека. То есть ситуации абсолютно разные. Был какой-то тип, которого девушка уехала 2 года уже, он говорит, на моем месте, уехала не за границу, в Карпаты, он здесь, а он живет почему-то в фотостудии, Порно. в порно-студии живет, да. Вот, непонятно почему. Вот. Поэтому можно сказать абсолютно разные проблемы, абсолютно. Или вот девушка приходила, говорила, что взялась провести, она ходит на пол-дэнс. Знаете, что такое пол-дэнс? Не знаете, что такое пол-дэнс? Танцы на полу, понятно же. Это на шесте. Но это не стриптиз, просто пол-дэнс, Вот. И она ходит танцевать в, не знаю, это можно назвать секцией. Сектой. Секты, это секта пол-дэнсеров. И она танцует. К Егову ходит. Да. И там книжка есть, «Сторожевая башня» тоже. Бога видели, уж покажи, Хочешь танцую. Хочешь танцую. Вот. И она взялась проводить, там вызвалась провести новогодний корпоратив, а потом говорит, я
типа, протрезвел и не хочу уже. Вот. Ну, вот такая ситуация. Потом можно абсолютно разные вещи рассказывать. Так. Все этим людям помогли? Да. Мы предложили им юмористический вариант Они решения. выздоровели. Они выздоровели. Да. И больше не ходят, видите? Вообще не Обратите внимание, что ползона не пришло, это те, кому мы помогли. Да, да. Вот, девушка, вот, пожалуйста. А, вот же, да, девушка пришла. А мы вам Я ей помогали? помог, Ты ей помог, я ей да. помог, я Да. помог человеку, да. Это тоже подсадной человек наш. Или проблемный просто. Смотрите, я ей помог, они раньше были друзья, теперь она одна пришла. И вокруг нее никого нет. Да, мы ей посоветовали сменить круг общения, я помню. Да. Чтобы разбогатеть. Вот она сменила. Давайте. Вот давайте с девушкой познакомимся. Вы не против с вами познакомиться? Вы нас стримите, да, или что? Не, я не снимаю. А. Это просто удобно, если какие-то моменты. Пока. Я хочу снимать. Она просто читает книгу. Я все. понял. Это подставка. Слышишь? Да. Это список проблем больше. А у вас вместо домашнего питомца телефон, да, я так понимаю, что вы не расстаетесь с ним, да? Нет, это я просто часто снимаю видео, и мне очень удобно. А вы блогер? Нет. А вы себя снимаете? Я снимаю и себя, и коллектив. Какой коллектив? Танцевальный. Вы руководитель национального коллектива? Ну, не руководитель, я тренер. Полденс? Полденс же ж вам сказали. Восточные танцы. Восточные танцы. Класс. А, не коллектив? А, да, вот коллектив, Коллектив, точно. две группы, ну, в принципе, не знаю. вот. Подожди, а вы там танцуете или просто снимаете их? Я- Да-да-да. Не помню. Танцуйте с телефоном такая. Мне нужен контент. Восточные танцы, Да, да. я иногда снимаю, потом говорю, они такие, ой, можно не снимать, потому что тут сбиваемся. Да, понятно. А то есть вы популяризируете, да, этот коллектив? Ну то есть зачем вы снимаете? Не для себя же, вы не сидите на Я его героинном фильме. снимаю, да. А потом прихожу на какое-то мероприятие, ставлю телефон и пересматриваю видео. Как вас зовут? Ира. Ира. Давайте поаплодируем Ире. Очень симпатичная байка девушка. Ирочка, а вы первый раз на стендапе, да? Ну да, около стендапа. Ну, около стендапа. С юмором у меня плохо сразу. Плохо с юмором. Почему? Но пластика Но шикарная. я могу сказать, что у меня муж юморист. У вас муж юморист. Это просто... Какой ужас, да? Я честно... Да, и за голову держу. У меня муж юморист. Это очень круто? Это очень круто. Я всегда мечтала, А муж юмористе? чтобы чувство юмора было. У кого? Если бы он был здесь, это было вообще бы круто. А где он? Он дома. А что, он решил Шутит, сидит. Меня сегодня пригласила девушка. А он Вас сидит. девушка пригласила? Спасибо В Тиндере большое. списались, нет? Это моя подружка, мы с ней super знакомы. А что она закрыла лицо? 10. А она не юморист у вас? Вообще мы планировали в театр. Да. А как попали в бар? Ну просто выпили очень много. Ну просто перед театром в бар надо зайти. Но сегодня мы встретились. И Так. он говорит, есть гитара, да? Там какой-то? Есть Я гитара. говорю, музыкальная какая-то программа. Не Да. хочу. А вот есть юмористическая, ну попозже. Не, идем на юмористическую. Я хочу отдохнуть. Отличный выбор. Я хочу отдохнуть. Ну, отлично. да. Отлично. А как зовут вашего мужа, если не секрет? Может, он- Олег. Олег. Он стендапер? Он смотрит юмор, Смотрит юмор. у него анекдоты на ходу рождаются. Он На чем-то- ходу рождаются анекдоты. Ну, он отвечает анекдотами или какими-то... Отвечает? Он прям, ну, Ну, то есть у него вот как-то вот... ну, он- получается, да? Ну, Ну, прикольно, да? Ну, Типа? как-то так, как-то это, ну, вот, да, вот как-то А сколько ему лет? 50. 50. Да. Он прям анекдоты вот так шпарит, прям, ну у него опыт Он получается. сказал, отвечает анекдотами. Он- А, Представляешь? А, вот к нему приходит, Олег, как дела? Значит, смотри, сидит как там яме. Американец, француз, немец. Чукча, да, сидит, да, смотри. Что ты сегодня поел? Значит, смотри. Смотри прикол. Сейчас Не, буду там угадать. все просто, ну, Олег, на телефон, Чукча кушать хочет. Поехал, Знаете, анекдоты. что мне больше всего нравится? Какая-то ситуация, вот, ну, которую мы не можем решить, и, ну, или какая-то вот, ну, загвоздка, да, Да. у него, и он отвечает юмором, и я улыбаюсь. То есть он этим юмором Не, это правильно. разрешает ситуацию настолько же... А сколько ему в браке? 7 лет. 7 лет. Так. А когда он делал вам предложение, может это был прикол? И вы просто не поняли шутку? Анекдот? Реально это было примерно так. Это же случай на свадьбе, Я говорю. стою, мне делают предложение, я такая, да хватит прикалываться, говорю. что-то. А что, он угорал, сказал? Ну смотри, 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 Ирка, смотри, прикол. Ладно, ладно. Ну, Кольцо одел, снял, одел, снял, одел, Оп, снял. смотри, тебе, подружки, оп, 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 оп. Кто Хватит первая прикалываться. едет, с тем и буду жить. я приняла это как прикол, потому что через 2 недели, ну, я понимаю, что, ну, становится как-то непонятно. А теперь так вот, и 7 лет она пытается понять, прикол или нет. Что вместо такая, что Человек вам это? через 2 недели сделал предложение? Он сказал, я в тебя влюбился, я буду... Это прикол. Да. Дима, Не, ты- это ты- очень круто. Дима, ты сколько встречался с Наташей перед тем, как ты сделал предложение? 2 месяца. 2 месяца. А я Это был прикол?
Я так понял, что в принципе не нужно долго встречаться, там месяц, 2, неделя, и можно делать предложение. Ну, счастливые люди живут, вы в браке, вот ребята в браке живут вообще. Сколько ты... Сейчас я думал, что сегодня читал статистический опрос, какие безумные вещи мужчина делал ради женщин. Вот зачем ты его Женился читал. на ней. Наконец-то нашлось, где рассказать про статистический опрос. 27% ответило, да, то, что женился на ней. На чем, на ком? Еще раз. На женщине. Самый безумный. 27% женилось на женщине? Совершенный ради женщины. Самый безумный. А, женитьба. Это, кстати, юмористы написали, стопудово. Я знаю, наверное. Ну, что вы сделали самого безумного? Женился на ней. Да, у нас по статистике 27 юмористов. Да. Слушайте, Нет, это очень круто. На самом деле, правда, юмор разряжает какие-то сложные ситуации. Прикольно. Ну, там, типа, А вы не шутите? нам да? нечего кушать. Я не понимаю, и у меня иногда много рассказов объясняют. У меня... Объяснять юмор? Ну, извините, но это у меня такой комплекс немножко. Я сейчас затрагиваю Так такой... это Мы хорошо. уже переходим к Это проблеме шоу. сразу, а начали просто знакомиться. Вы как бутончик просвели. Очень сложная тема, немножко болезненная, внутренняя. Но я... Так, давайте проработаем это. Давайте. Давайте, Ирочка, мы оставим запуску. Ну то есть, вы чего стесняетесь? В чем комплекс? Того, что вы не пошутите смешно? Ну, я не умею так рассказывать анекдоты. Я не умею так шутить, прикалываться. Сегодня Знаете, ну чувство юмора это как бы дар, мне так кажется. То есть, если человек умеет шутить, то пожалуйста. Не умеет, можно анекдоты придумывать, можно рассказывать анекдоты, можно просто по приколу жениться. Вот, это все зависит от человека. На самом деле, если натренироваться можно, кстати, шутить. А вы не занимались, наверное, когда-нибудь там КВНом, там, Лигой смеха, там, что-нибудь такое? Не пробовали такое делать? Не было такого? У меня нет таких способностей. А там у нас, смотрите, человек молодой стоит. Здрасте. Мужчина, здрасте, вот там вот на входе вы там стоите. Это вы смеетесь? Это вы там смеетесь? Нет. Я не смеюсь. А что, проходите. Присаживайтесь. Как хотите. А чё? Тоша? Вот это да. А побеседовать не хотите? Не, на приколе. На приколе? Понятно. Это не ваш муж случаем пришел? Не, он бы сразу вышел с анекдота. Ладно. Смотрите, на самом деле, я вам так скажу, мы пока не переходим, мы еще к самой сути, мы знакомимся еще, да, с гостями. Но на самом деле вы можете не переживать, вы не обязаны классно шутить. Не должны люди шутить. Вы можете шутить, кто-то танцует, кто-то шутит, кто-то вкусно готовит. Это такое дело. А что вы делаете хорошо? Ну, танцует он, может, или думаешь, он плохо Не, танцует? она снимает хорошо. А снимать с нее хорошо, когда кто-то танцует. Кстати, если мы сейчас танцуем, будет на видео очень хорошо, скорее всего. Ну, не факт. Возможно, но будет не классно. ей. Но не, Она нет. это все увидит. Зрителю будет плохо, скорее всего, если мы станцуем. А кто у нас впервые вообще? Кто вообще первый раз пришел к нам на мероприятие? Вот, девушки, здрасте. Здрасте. Я вижу вас. Как дела? Хорошо. Вы не против, если мы с вами пообщаемся чуть-чуть? Так, замечательно. Как вас зовут? Наталья. Наташа, это ваша подружка? Как зовут? Да. Наталья и Оля, да? А я там вижу букетик, да? Или мне это, или это торт? Букетик. Букетик. У кого-то день рождения? Ольги. У Оли. Давайте, Оля, С днем поаплодируем. рождения! Вы пришли сюда отметить свой день рождения. Оль, чем занимаетесь? Ликар-невролог. Ликар-невролог. Это моя зав. А, вот так вот? Чего? Зав ее. Кто Заведующий. зав? Вы зав? Да. Это отделение. Отделение. Или ваш личный зав есть, типа. Это моя заведующая, если что. А вы очень Не трогайте. спокойны для невролога, если честно. Интересно. Чекайте, це невролог, Неврологи, психіатри це різні люди. А что делает невролог? Якої захворювання нервової системи? Ну, головної болі. Ну, именно вот... А, вот так. То есть это не психиатр вообще, никакого отношения. Ні, ну почему? Є, якщо патологія є психіатр. Блин, они пришли сейчас на нас посмотреть такие, что там терапевтическое написано. Если патология есть, Посмотрим. да. Диплом у вас есть вообще? Оль, были прикольные случаи? Ну там, например, пришли, молоточком по коленку ударили, вот тут вот так вот. А молоточком вы бьете по колену? Бьете по коленку? Конечно. Ну, это когда вам Зачем? пациент денег должен, да? Ні, це всегда, якщо А всегда бьете по колену? Нет, там просто другой, там какой-нибудь отбойник, она говорит, значит, смотри, сейчас мы проверим твои нервы. Там как вот поезда, вот это вот тук-тук, тук-тук. Да. Так, не всегда. не всегда бьете. Оль, какие самые прикольные случаи были в вашей профессии? Я только полгода. Это... Вы интерн? Да, я интерн. А, хорошо, а какие были за полгода прикольные случаи? Ну,
больше на инсультах, там интереснее. Больше на инсультах там интереснее. Да что, серьезно? Это анекдот Олег вам написал только что или что? Я не пойму. Просто когда фраза на инсультах там интереснее. А, это врачебный юмор, я так понимаю, да? Ну это интересно, у человека полтела отнялось. Ой, у вас инсульт Не будет такой- только, Не там так. вот интереснее. У вас инсульт, вы такой интересный. Да. А расскажите, Какой интересный молодой как вы человек. себя чувствуете? Ой, ладно, я и так знаю. Да, ладно, не рассказывай. Ладно, да. Тем более вы Я не вижу, можете. что не можешь знать. Тем более вы не можете, да. Ладно, это такое, черный юмор. Ну, а вообще профессия врача, вот вы пошли на врача осознанно? Или просто пришли, ну такие, ну просто бюджетное место было? На врача. Ну, на врача бюджетное место. Да, я согласен, это сюр, это анекдот Олегу скидывает, да, еще один. Ну вообще, в принципе, на врача пришли так осознанно, типа, да? А вы хотели стать неврологом или, может быть, до этого хотели стать зубы вырывать людям? Нет, я хотела хирургию, но потом подумала, что жить в операционной я не хочу. Ну, и поэтому я живу в операционной, да. Прикольно. Я, кстати, когда ты выступал буквально пару недель назад, ты не В знаешь. операционной? Не, я выступал, и девочки были две молодые, красивые, прям вообще, ну, реально красивые. И она работает патологоанатомом. О, да, это часто у меня знакомая. Это часто, Она да? маленькая, красивая, просто как... Маленькая, красивая, да, такая. Она просто хорошо сохраняется, там прохладно. Да. Я задал ей вопрос, говорю, ну вот ты красивая, она реально очень красивая девушка. Я говорю, зачем ты пошла патологоанатомом? Ну в чем прикол? Она говорит, на работе никто не Я говорю, ну прикинь, если кто-то начнет разговаривать, я думаю, что ну, ты бы посидела. Потом нервная система стабильна. Да, так они не делают вот плохо Они людям. нервничают вообще ни о чем. Уже не нужно нервничать. У кого? У патологоанатома. Пациент Так патологоанатом ты еще жив. хуже, так пациенту хуже не сделает. А, ну в этом плане. Ну да, я больно человеку не сделаю. Я его не убью. Ну там много причин. Ребят, а вы зав? А у вас были какие-нибудь врачебные практики, смешные случаи? Кроме инсультов? Потому что там, я знаю. Да, я понял уже. Ну, точнее, я не знаю, у меня было бы инсульт. Я уже понял, что если к ним попадает пациент с инсультом, они все отделение собирают. Пойдем посмотрим, там прикол пришел. Пойдемте, изучим сейчас. Что? Не-не-не, все, нормально. Не хочет колоться. Не хочешь. Но я слышал. Я не буду рассказывать. Все слышали, кроме Дениса? Я не слышал. Ну, прекрасно. Часть, Ну да. все. Это, кстати, у тебя проблемы. Но, Возможно, нет, у меня не к ним надо. инсульт, ребята. Возможно, надо к ним. Да. Так, отлично. Кто еще у нас первый раз? Вот, ребята, вы не первый раз. Вы у нас были. Они были, да? Да, это же были. Они у нас перед Новым годом были. И на 14, да, были? Нет, перед Новым годом мы не были. А, на это не вы были. 14. На 14 были. Вы еще вместе? А что ли? Наташа, Руслан, да? Ярослав. Ярослав, прости, пожалуйста. Наташа, Ярослав. Так. Вы в Тиндере познакомились, да, если я не ошибаюсь? Не, мы тогда... короче, он пришел пиво к другу попить. Таня, ты отжал у друга девушку. Ты вот этот человек. И с другом вы типа как будто дружите. Ты у него... Сейчас, ты спросил, можно? Он такой, да, пожалуйста, забирай. Наверное, подумал про бокал пива просто, правильно? А ты Был важнее. увел девушку. Понятно. Так, и вы до сих пор вместе. Ну да. А что друг? Жив? Не повесился еще в лобе? Не знаю. А, вот так вот вы Ну, относитесь к может, людям, да? я думаю, что с таким вопросом надо к Ольге обратиться. Может быть, они видели его на Новый год. Это был, наверное, он. Понятно. А у них какие-то проблемы были? У вас были проблемы? У нас сейчас есть проблема. О, давай. О. Давай, Наташ. Так, Наташ, какая проблема? Да ссоримся почти каждый день. Так это не проблема. Да, ну, как сказать. А какая проблема? Потому что он хоть шутит или что? Ну, это, конечно, тоже. Олежкин номер возьмите. это действительно повод для ссоры будет у них. Там просто чатик будет Олежка такой. Значит так, анекдот. Почему ссоритесь? Да. Да по разным причинам, но в основном, наверное, я много мозги выношу. Так если вы знаете, вам Ты просто мозги нравится? выносишь? Нет, я просто не могу остановиться. Не могу сказать, так приятно выносить мозги. Ярик, так ты уже безмозглый стал решить. А он поэтому ссорится, он бы не хотел, да мозгов нет уже все. Наташ, а чем ты выносишь мозги? Вот скажи. Ну, не знаю, меня просто начинают все подряд раздражать. Все подряд? Ярик иногда, да? Ну, да, не знаю, он там приходит, там, давай Сидит в пообниматься. ресторане, вот это вот в А я баре говорю, рядом. а давай ты меня не будешь трогать, я хочу быть
одна, там, не знаю, пойти повышивать вообще. Повышивать? Да, я много чем рукодельным занимаюсь. Наташа, сколько тебе лет? Прости, пожалуйста, ты молодая. 22? 21? Мгм. Ну рано тебе рукоделием заниматься. Ну, я вообще-то лет с 15 С рукоделием 15 рукоделием занимаешься? Нифига себе. Это тебя успокаивает, да? Как хобби? Да, я просто, там, что надо руками перебирать, чтобы успокоиться. Я вообще, если психую, то я иду убираться, это самое классное. Кстати, Оля, запишите. Не надо таблетки выписывать, идите убираться. Вот, человек психует, там, нервы у него. Я с неврологами на «ты» вообще. А, на ты, да? Так, может быть, Ярик специально тебя выбешивает, понимаешь? Он такой смотрит, все грязно. Сейчас я вынужу ее прибраться. Быстренько носок на пол, чпуньк. Скажи, а вот предыдущего парня, который вот клиент, ну вот, неврологов, он тебя тоже бесил? Да. Так. Подумай. Подумаем, может быть, женщина твоя? Я не знаю. думала уже об этом. Да, думала? Я думала о том, что может отношения, это в принципе не мои. Да ну блин, 27 минут, пожалуйста, ты что? Ну. Я понимаю, что она рассказывает, но мы как будто сейчас Ярика топим. А, да, я Как будто, типа, может, женщина твоя, Ярик такой, да, спасибо, пацаны. А мое? Где? Ярик, а что ты скажешь по этому всему поводу? Без мата или с матом? С матом давай. С матом, конечно, с матом. Мы Давай, только чтобы собрались. душевно было. Охуеваю. И все? Ну да. Ну, она тебе мозги выносит, подтверди, да, нет? Ну, чаще она, да. Так, Чем что? сейчас мы сделаем вопрос. Ярик, смотри. Мужчины, которые в отношениях сейчас, поаплодируйте, кому ваши жены, девушки выносят мозги. Что, что? Меня на видео снимают, я не могу. Вот он, ну, Дима, что ты, ну, Ладно, вот. он просто Периодически жены выносит, конечно. нету. Так она посмотрит потом. А, я понял. Я уже ей написала. Да. Я уже сфоткал. Уже сфоткала? Уже скрин отправил. Нормально все? Не выносит? Все отлично. Ага, да. Я все. Да. Я понял. Да. Там уже синяк, да, под Может, вы боком? сегодня только познакомились? Давай другой вопрос. Девушки, самокритичные, конечно же, поаплодируйте, когда те, которые выносят в отношениях всяким парням периодически мозги. Всякими. И муж Смотрите, так, Ярик, ты был давно? Да, Ты был давно? Да, Наташа был в отношениях? Нет. А, так вот, почему, ну, ты так реагируешь. Да. Вот смотри, Он тебе сейчас расскажет. Я вам больше того скажу. Скажи больше, что. Мы второй раз встречаемся. Он осознанно решил вернуться в это все. Ты смотри, ты уходил от нее? Я уходила от него. А он вернулся? Он Как, ты ушла, а он вернулся? Это в смысле? Нет, он в смысле дождался. Он действительно хотел снова такие же отношения. Ну, Вау. получается. Прям такие же, он сказал, можешь вести себя так же? Нет, ну, Такая, я ухожу, меня все бесит. Он такой, вернись, пожалуйста, мне все нравилось. Я не могу здесь, в тишине, да, спокойно, мне не нравится. Можешь, Слушай, пожалуйста, дальше. Ярик тебя любит. Это факт. Да. Ярик, это правда? Ну, естественно, я здесь сижу там. У него рука привязана. Ты видишь, он сидит даже вот так. Он не может вырваться. Ой, Ярослав. Ну, то есть тебя напрягает то, что на тебя выносит мозги, да, получается? Да, не то, что... меня напрягает. Тебя напрягает, что ты ему выносишь Да, мозги? меня Вот напрягает, это что проблема, мы конечно. ссоримся. Я не хочу ссориться, но я очень вспыльчивый человек, очень эмоциональный, болтаю много, и вообще я такая, как вулкан. Болтаешь много? Да. А вот Ярик говорит тебе иногда, ты много болтаешь, Наташа. Нет, он сам иногда очень много болтает, больше, чем я хотела бы слушать. А что, типа, просто бесит, что просто в процессе разговора что-то делает или что? Просто в процессе разговаривает? Или он лишнее говорит что-то, вы друг другу, типа? Ну, просто мелочи какие-то, оно друг за друга цепляется, и, короче, и начинается... Молодежь. Молодежь. Просто нервная система сейчас такая расшатанная, и что-то где-то чуть-чуть раз кольнул, два кольнул, и все, и я сзади. А вы оба такие вспыльчивые, да, взрывные такие, да? Да? Ну, эмоционально. Ярик, видишь, сидит, смотри, вспылил. Да, это... Орет. А это он прикидывается. А, да? Он на людях пытается казаться спокойным? Но он эмоциональный, может разозлиться очень сильно. Резко, а потом так же быстро. Хорошо, а вы Это к невропатологам, возможно, надо, кстати. Если вы резко вспыхиваете, потом быстро успокаиваетесь. пробовали в пик своего какого-то возбуждения, какого-то эмоционального, просто не общаться с человеком? Например, взять грушу, завести и пи***ть ее. Написать, например, Ярослав. Я пробую вообще куда-то уйти, мне одной надо побыть. Но он приходит и допытывается, а что случилось? А что тебе не нравится? А что ты расстроена? А что ты надулась? А что ты куда-то ушла? Ошибки какие-то, это она его бьет, скорее всего, в этот момент постоянно. Озвучивает. В смысле, да, я в тебя подушкой только кидаю иногда. Железный.
Да. А он вспыхнул и успокоился, типа, да? Типа такой, да пиздец невыносимо люблю тебя. Не настолько быстро. Но примерно да. Ну, на самом деле, это мелочь. Это же глобально не... Но если ты пошел на этот шаг, то есть ты сознательно выбрал инквизицию такую, Да. вот, ну, значит, тебя устраивает, правильно? Такая вся. А, или тебе просто нравятся абьюзивные отношения, возможно. Да нет, скорее нет. Он еще не знает, нравятся они ему или нет. Это же первое Нет, так второй раз пришел, он вернулся к ней. Значит, он такой, ну, подсознательно ему нравится. Может быть, он просто дома что-то забыл, ни хера дойти до сих пор не может. Я такой, Наташ, давай повстречаемся второй раз. Где-то спрятала. Да. Ты просто скажи, что ты ищешь, и все. Ну, и всё, да. Где мои носки? Я сижу в разных. Да? 3 года уже. Я к тебе вернулся из-за носков. Ай, блин, Ярик, ну знаешь, вообще есть такая тема, синдром жертвы, когда человек, которого подсознательно, ну, вот которого абьюзивные отношения, абьюзивные это когда, ну, насилие какое-то совершается, то есть постоянно ты жертва в этих отношениях, и если человек возвращается в эти отношения, он их подсознательно ищет. То есть фишка состоит в том, что он не то что не делает выводов, то есть ему нравится в таком состоянии быть, но он не может это признать. А если он признает, ну, как бы он подкаблучник. Не, просто... Поэтому будь мужиком, не признавай. Нет. Будь абьюзивным подкаблучником, вот таким, я не знаю. Это я абьюзер. Да. Саша, Так. Саша, а Денис точно в автошколе работает? Да, я думаю, манишку. Не, я не думаю, я думаю просто, что ты там работаешь где-то психологом или каким-то психотерапевтом, такой разложишь. Да, ты очень презентабельно выглядишь. что-то. Наташа, вот. Да. А ты там почему так решила? Потому что Он просто в роль вжился. Да, в роль вжился. Да. Он вжился. Да, Не, ну, стоп, подожди, но у меня Это другой простая вопрос. ситуация, Да, простая стоп, легко. Семечки. Мне интересно. У меня вопрос, но ты же вернулась, Наташа. Не он вернулся, он же остался, вот ты же вернулась. Ты что любишь, типа? Ты почему ушла и почему вернулась? Ты же приняла решение вернуться. Ну, ушла я, потому что Ярик был жестким альфонсом. Сидел на шее у меня и у моих родителей. Я не вывезла просто. Она ушла, он остался у родителей на шее. Посвободнее стало. А я ж не хотел спросить, Ярику 13 было тогда или что? Ну, А сколько тебе, Ярик? Сейчас 22. Старше. Он старше просто, меня, конечно. ну, господи. Это, блин, мне было 13, ему 14. И он был якорем для моих Да родителей. ладно, неужели я так плохо выгляжу, что вы такую разницу даете? Не, просто дело не в этом. Дело просто в том, что... то есть тебе не надо, что он по-моему, на нормальной работе работает. Ну, Он, когда мы в прошлый раз виделись, был строителем, но теперь уже нет. А кем Кем ты ты стал? теперь стал? Айтишником стал? Нет, теперь он работает у моего отца. Кем? Отрабатывает еду, которую тогда... да. А кем ты работаешь у отца? На складе. А у отца свой склад? Ну, у меня отец бизнесом занимается. Я у него... А первый твой парень тоже у него работает до сих пор? Нет. У него же суть, какой может работать. Первый мой парень был айтишником. Я У тебя стартап... Тут просто замена... Там батя капал, говорит, я не могу его убедить к себе на склад устроиться. Говорит другого. Нет, она такая приходит, говорит, Наташ, смотри, короче, тут кто-то хавать ходит еще. Что за тип? Это мой парень, не обращай внимания. А у них просто на холодильнике склад написано. И он такой, Ярик там работает. это моя работа. Я зал складом, ребята. Пожелайте, если что, ко мне. Ярик к вам больше не придет. Придет. Он там лучше, там Наташа решает все. Наташа приведет. Она ему кредитную карточку, там бабки с нее снимает. Я думаю, даже там снимать нечего. снимать нечего, понятно. Кладет, значит. Ну. О, Ярослав. Так, ну хорошо, работает, вы устроились на работу к ее отцу. Решили завязать более крепкие семейные узы, правильно. Наташа, в итоге вы ушли и вернулись. Ну, он сидел на шее у родителей. А как, типа, вопрос решился, он устроился к папе на работу и такая, можно возвращаться? Да нет, он тогда просто работал строителем отдельно, он съехал от своих родителей, перестал сидеть у них на шее, перестал у мамки выпрашивать деньги, чтобы подарить мне подарок на 8 марта, что меня лично очень сильно угнетало тогда. А ты не рассказывай в следующий раз, когда у мамы деньги просишь просто. Такое ощущение, что Ты я в попросил, классике сижу. попросил, подарил, сегодня еврей. Я у мамы попросил, вот тебе подарок. Ну это примерно так и было. Я 3 Просто месяца говори. собирал тебе на наушники, вот тебе на Новый год наушники. Все Вот. так делали. Все так делали. Ты говорил, да, и Да. нормально.
Собирал, он хотел показать тебе свою любовь, что как он, ценит тебя на самом деле, типа, что он целых 3 месяца ради тебя, типа, это все делал. У меня есть, Вот. да, у меня есть На самом деле. простой прием. Назови 3 самых классных качества Ярослава. А ну 3, что так много? Одно не могу сказать. Назови 3. Ну, он добрый, заботливый. Да. Третье. Еще. Красивый. Добрый, заботливый, красивый. красивый. Ну, красивый это не качество. Ответственный. Ну, все потому, что ты сказал неответственный. Или он просто... Не знаю, но он вас на склад устроил, батя, а там кого попало не возьмешь. То есть тебе нравятся 3 эти качества. А вообще много качеств тебе нравится как человека, Ярослава? Ну, мне нравится с ним общаться, у нас много общих интересов. Особенно, когда ругаемся, так прикольно. Ну, то есть, смотри сейчас, Наташа, ты назвала чего, за что можно держаться за него. Ну, то есть... Поэтому держусь. Вот, мы спасаем твои отношения. Вот, я просто про то говорю. Ярик, мы не будем перечислять те качества, которые нравятся в Наташе. Там, я понял, 3 тома. Вот, особенно, что ты вернулся 2 раз. На самом деле, в отношениях всегда конфликта не существует. Это нормально. Тем более, когда вы молодые, вы притираетесь друг к другу. Тем более, когда он альфонс, это нормально. Ну, я прекрасно Красавчик, понимаю. Ярик, мы тебе завидуем все Да, здесь. красивый альфонс. Уходи с работы, продолжай дальше сидеть на шее. Нормальная тема, поверь. Все этого хотят. Я знаю, но это так не работает. А потом стендаперы пойдут. Ну, чуть-чуть поднатаскаешься, мы тебя возьмем. 38, как я. Ну, это какие-то деньги будет приносить. Ты уже, вот я вообще-то... Кем она работает? О, Менеджером у папы. Менеджером не работает. Наташ, кто должен зарабатывать больше? Ты, в принципе, в твоих семейных отношениях в будущем, вообще модель семьи, кто должен зарабатывать больше, ты или Ярослав, к примеру? Или модель просто какая-то. Или просто бабки Или просто модель там где-то. Вот в этом-то и проблема, что Какая? у меня как бы такая а-ля биполярочка. Я такая... Биполярочка. У тебя биполярочка, да, это проблема. Наконец-то разобрались. Сейчас я не Наташа, я Олег. Я всю жизнь доказывала, что вот надо 50 на 50 с мужчиной, там тащить такое, а потом... Кому ты доказывала? В 7 классе учительницы? Одинокая, которая... Ну, нужно 50-50, если что, 50 на 50, если Какая, что, ты приходишь тащить. домой, ну, я в 10 классе зарабатываю. Что это вообще такое? Что я зарабатывала в 10 классе? Смотри, Наташа, на самом деле... Баллы хорошие. Так, И ну. тоже, кстати. Ну, то есть ты считаешь, что модель такая, какая правильная в твоем Ну, лично для меня сейчас, то, чтобы было хотя бы там 70 на 30, и кто-то все-таки... В его пользу. Да. Ну, чтобы он больше зарабатывал. Да. Ярослав, твоя модель какая? Кто должен зарабатывать в семье деньги? Мужчина. Почему ты не зарабатываешь? Не, ну Нет, так у них мужчина зарабатывает в семье деньги. батя? Ну, Батя? да, у них батя. У него модель сложилась-то. Он такой в семье, мужчина зарабатывает деньги, все в порядке. Смотри, то есть мы доходим до самого главного. Видишь, Ярик, самая главная претензия не то, что она там постоянно ходит вяжет там, или что-то делает, рукоделием занимается. Претензия в том, что ты зарабатываешь мало, меньше, чем она. Ты хочешь зарабатывать больше, чем она? Да. Ты хочешь это делать. То есть, смотри, сколько мы тебе даем, допустим, Наташ, сколько мы ему даем времени на то, чтобы он зарабатывал больше, чем ты? Ну давай, здесь сейчас мы так говорим этот срок. Ну, 1,5 года. Расслабься, братан. Ты можешь месяц, 5, год, Ну, 5 месяцев. реально. Установи себе Вов, поиграй пока, у тебя время есть. Да, вкладывай в биткоин, там, ищи себя. Ярик, ты 2.24 вышло, нормальная тема, бацаешь. Ну, прошлый бывший меня 1,5 года покормил завтраками, что он устроится на работу. Ну, пожрала, нормально. Нормально, 1,5 года завтраков. Люди в отелях в Турции за это бабки платят, чтобы 1,5 Смотри. года завтраков давали. Смотри, я предлагаю такой вариант. Если Ярик действительно, он тобой дорожит, но по-другому невозможно. То есть он, скорее всего, тебя любит, это факт. Ярослав, как мужчина, как он сказал, он хочет, чтобы он зарабатывал больше. Не ты меньше, а он больше. То есть фишка понятна, да? Не она, чтобы 10 гривен зарабатывала в месяц, а ты больше. И Ярославу мы даем 1,5 года, чтобы он это реализовал. Правильно, Ярик? Ну ты же этого хочешь? Ты этого добьешься. Все, а на самом деле вся остальная хуйня, она придет, получается, ты его за его качество больше любишь, чем за то, что он пока не может зарабатывать больше денег. Но он и молодой, ему 22 Ну, года. смотри, на самом деле от того, что он больше начнет зарабатывать или меньше, он же от этого хуже и лучше не станет. Ты же его как человека воспринимаешь в целом. Поэтому, ну, батя деньги кормит, нужны. и хорошо. А ты просто испортил мой совет. Ты просто по-тихому попроси батю, чтобы он меньше ей платил. И все, скажи, пусть сумма будет, в общем, та же. Просто перераспределить 30 на 70. Например, она получает, не знаю, там, допустим,
3007. Поменяй, пожалуйста, местами. Урежь Ну, ей и добавь мне. Да, пусть сумма та же останется. И она будет счастлива. Смотри, Ну, на самом деле, я тебе так скажу, Ярослав, вот ты когда будешь получать хорошие деньги, ну там такие, чтобы ты мог, допустим, ты же любишь Наташу, и, допустим, взять, сделать какой-то ей прикол, который, например, она давно хотела, ну, условно говоря, повезти куда-то, отдохнуть. И ты будешь, диван опять например, ставить. сюда прийти, ну 150 гривен, это, ну, ну, ты можешь себе позволить, на да, секундочку. я даже знаю, кто заплатил. И понял. Нет, на самом деле, когда ты почувствуешь, что ты даришь любимой женщине какой-то подарок, не тот, который она тебе говорит, ей носки, вот, ну или чулки, а тот, который она бы хотела, но она, ну, понимает, что она не может чисто сделать, то ты почувствуешь огромное удовольствие в этом и увидишь, какая она счастливая. А для тебя, если ты ее действительно любишь, это будет еще больше мотивация просто зарабатывать больше денег. Ты поймешь, что эти деньги, они дают тебе не только пожрать возможность, но и сделать приятно любимой женщине. Это будет, я так считаю. Ну, подумай над этим, и 1,5 года у тебя есть, не зарабатывать, пхни его на да и все. Но сначала приди сюда, может, мы другой совет дадим. Сначала Давайте, ребята, разберемся. поаплодируем, они открытые, вы такие Да, классные, класс, красивые. да, класс, ребята, на самом деле. Мы вам посоветуем нормальную тему? Да. А ты, конечно, даже Нет, на самом деле, главное, что вы можете это обсудить, это очень круто. Это говорит, что у вас очень перспективные отношения. Можете об этом говорить спокойно, никто не сидит, типа, ну, все хорошо, просто... Спасибо вам большое за то, что ну, открыты такие. Да, это круто. Так, Кто еще хотел бы пообщаться с нами? Да. да. Простите, мы забыли, как вас зовут. Елена. Елена прекрасна. Я прекрасная. Я на вас посмотрел, сказал, Елена, сразу. Елена, у вас шикарная лучезарная улыбка. Лена, как дела? Хорошо. Так, расскажите. Особенно после того стендапа у меня жизнь вообще Кого это такого? Это не стендап был, это шоу-диван. Особенно, когда психолог пришла в депрессию, для меня это вообще... Какой психолог в депрессии Я пришел? была в депрессии. Вы спрашиваете, кем вы работаете? Она говорит, я психолог, я в депрессии, я не знаю, как жить. А, была такая, да. Жить не хочу, говорит, скучно. Жить не хочу, скучно? Да. Да, и после этого с дивана... Сбросилась. С дивана, правда. Как мне жить, как мне делать. Я в этот вечер пришла, купила билеты во Львов. Мне хотелось... Вы? Я. Так. Хотелось уехать подальше от этого психолога в депрессии. Прихожу, один билет остается. Ну, один билет остается. Такие прям вот. Уже написано Елена прекрасная, уже как на билете. Прекрасно. Я покупаю. Так. Сейчас такое ощущение, что мы это включили где-то в YouTube видео истории. Чик и сидим, слушаем. Музыку можно романтическую? Да. Так. Набирала, на самом деле, Кредитов. магнитов. А, магнитов. Всем львовянам дарила магниты. Харьковские? Но я просто думала, что подарить львовянам. А вы просто встречали, вот тебе магнит. Или лучше в следующий раз лоток поставьте. Спасибо, говорю, я с Харькова, вот тебе магнит. И он там все рады, там все серьезно. Они такие, вау, у нас такого нет. А как у вас жизнь ваша поменялась-то? Вот вы в Львов приехали, что изменилось? Все магниты закончились. А, вы... Теперь холодильник пустой. Я хотела свою хочу, я хотела... Поездка во Львов. Да. Смотрите, Лен, а вы сами мировоззрение свое поменяли? Мы с вами тогда общались по поводу людей окружающих. Да, надо было... Помните? Вы вроде там еще хотели денег заработать много. Я сидела в движении, у меня появились деньги. У вас появились деньги. Ярик, смотри, я меняю людей. Я посмотрела таблицу, думаю, что ж мне купить? Так. И купили Я магниты. вам подарки привезла, можно я? Вы На. нам подарки привезли? Мадрид, Ё-моё! Мадрид. Давайте поаплодируем Лене, но это какой-то вообще... Для вас у человека поменялась жизнь. Не надо стесняться Не надо подарков. стесняться. Спасибо Как говорил большое, спасибо. известный. В этой крамнице Спасибо. год назад купила, я стеснялась. Ну, фото хотя бы вместе, не знаю. Чарочка какая-то? Продолжение следует еще? Давай покажем людям, что это. Она одинаковая. Это чарочки, да? Да. Ой, спасибо большое. Львив. О, да, это рюмочка получается. Класс, спасибо. Молодец. Аплодисменты. Нет, знаете, в чем прикол? В чем А она прикол? еще что-то принесла. А, давай. Итак, А там огурчики и сюрприз. В моем детстве было только поле чудес, поэтому... Да, вы заходите, не бойтесь, ну все нормально. Отправляется в музей шоу-дива. Нет, знаете, в чем ирония? Приезжала моя мама в гости, я решила с вами поделиться. Ну, Так. сейчас, я подписала. Ой, рюмки не заворачивайте, сейчас наливать будут. Это какая-то просто нереальная сказка. Если я перепутала, Ничего страшного, мы выпьем вместе. аккуратно это стекло. Это стекло. Так. Сворачивайте, читайте. Написано 23, это кто? 23-й год. А, 23 год. Это Дениса.
От моей мамы Инги. Да, меняемся. Давай, в пакет поставь. Сегодня будет... Класс. Вот это да, ты что? Это ж круто. Сережечка, и чтоб это моя мама закрывала. Спасибо вам огромное. Здорово, спасибо большое. Молодец. Вау, такого у нас еще не было. На самом Денис, деле. тебе Это нужно невероятно. отрастить усы, точно. Спасибо. Денис, Ладно, говорите букву. Денис, Все слово целиком. она... Спасибо еще раз. Лена, Лена. я не знаю, дай вам Бог здоровья. Счастья, вы просто какой-то лучезарный человечек такой, ну Вот просто... так сказал. И дай вам Бог. Столько добра, столько пенопласта посыпалось, вот. Но вообще молодец. Нет, но ирония знаете в чем? Лена, если я могу, если не ошибаюсь, Лена, по-моему, рассказывала о том, что вокруг вас люди, которые выпивают очень много. Было такое? Да, их больше нет. А мы не выпиваем. В смысле, они живы? Здорово. Да, я думал, вы настолько радикально решили проблему. Их больше нет. Больше нет. И проблем нет. Вы человек, Вот вам чарочка. Спасибо вам большое. Знаете, просто эти люди, они мою творческую натуру подавляли. А так как они ушли от меня, я теперь... Вы в логистической компании работали, я вспомнил. Вы их нахуй послали. И А это показали, просто куда водители. ехать. Это просто водители были, это не фура, он такой, куда мне едет? Ты бухаешь, пошел нахуй. И он просто уехал во В Львов. тупик, Всё. просто в тупик. В тупик. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое, класс. Вот так, видите, вот на самом деле не подставной человек, на самом деле, вот видите, мы добра много чего делаем, и вообще приятно, просто приятно, что мы вот хотя бы вот одну такую вот судьбу и поменяли. Ну, здорово. Я. Да, конечно, ты, все сделал ты. Я это сделал. Да. Я не тщеславный Показали человек. Ярославу очередной способ, как можно заработать. Ярослав, видишь? Человек, летом я ему изменил жизнь, а мне принесли Всё. помидор. Еда. Ну, Ярослав. а это на целую 1000 больше, чем ты зарабатываешь. Так что, ну, Натаха, смотри, что, ну, мотивируй Ярика, я тебе говорю, мотивируй. Ладно, сейчас все будет нормально, Ярослав, ну вырастет, ну, освоит профессию айтишника, все будет хорошо. Свитер себе купит, ну, все будет нормально. Все будет нормально, будет сидеть дома, Ярик, все будет хорошо, причесываться, разучиваться, правда, всё так что, нормально. ну, молодцы, молодые, все будет круто. Кто еще готов поделиться какой-то своей Ирину мы оставим проблемой? на закуску, да, Ирина? Есть у нас такие люди... Так может он уже не хочет делиться. Ты... В смысле не ходить? Вы видите, что происходит здесь? Я просто мироточу. Я к вам прикоснусь, и вы анекдоты начнете просто вот так. Я понял. Ну давайте. В чем Вопрос в том, что я не понимаю юмор, и я не умею рассказывать анекдоты. Ну как вы можете не понимать его? Вы же... У нас есть традиция. Вечером, ну вот расскажи мне 3 анекдота на ночь. Ну вот так. 3 анекдота вы Я не знаю, спрашиваете. почему 3, ну вот просто анекдоты. что случилось? Ну потому что, ну, верующие. Анекдоты. Смотрите, хотите анекдот? Пойдете расскажете Олегу, да? Встречаются два кума. Один другому говорит, кумы, а ты чего мне не сказал, что твоя дружина трансвестит? Все. Вы юмор поняли? Я поняла, но он Он знает. переспал с его женой, а она трансвестит оказалась. Дело в том, что у меня все анекдоты знают, если он какой-то... А все анекдоты знают? Я когда ему что-то рассказывал, он говорит, ну это немножко не так. Он заканчивает. Он изначально был другой. Он знает истоки анекдота. Когда он начинает Истоки читать, анекдота. Кем он работает, простите? он печатник. Печатник. Да. Так он читает эти анекдоты. Все газеты вот это, теленеделя, К погнали. сожалению, нет, там чуть другое. Там... Он другой Он печатник? деньги печатает? И у него печатка на руке, он просто ставит печать везде. На лоб кому-то. К сожалению, там нет возможности. Печатать деньги. Это, к сожалению, согласен. Но он печатник, получается. Печатает какие-то в издательстве каком-то. Печат, все печат. То, что приносят под заказ. И книжки, и Гарри Поттер, и сказки, и дневники, и художественную литературу. Кто-то книжки анекдотов приносил все-таки, понятно. Ирина, мы все-таки оттолкнулись, мы сейчас про Олега больше говорим. Вот в вас сам момент с чувством юмора, что больше всего сковывает? Что вы не можете пошутить, не знаете как? Мне бы очень хотелось выйти на такой уровень, когда он мне рассказывает анекдот, и я начинаю его понимать и отвечать юмором. Смотрите, Она хочет один раз в жизни убрать Олега. Все, что она хочет. Чтобы он начал рассказывать анекдот, она такая, а я знаю, чем закончится. Чтобы он такой, сука. А может и не сука, она не знает, какая реакция будет у него. Ей просто интересно узнать. Мне кажется, Вот. что он не так, потому что просто скажет следующий анекдот, А он такой, тогда следующий, смотри. Да. Ой, то есть это не, наверное, не убирать Олега, а скорее всего это больше как на одном уровне общения. ну смотрите, мы прочитали книжку, которую она написала Джуди Картер. Называется она «Библия комедии».
И там расписано для начинающих стендап-комиков, вообще для людей, которые занимаются юмором, как составляются шутки. Если хотите, вы можете просто там шутки американских комиков. Известных комиков, да. Да, Рассказывать ему, он все равно не знает. Да, вы скажете, короче, смотри, шутка про меня. Значит так, черная... Иду я по Нью-Йорку, мне говорят, слышь, нигер, у тебя крэк есть? Ну, короче, ну... Поймали меня как-то с моим черным другом пару полицейских, и у нас был крэк при себе. Ну, я не думаю, что Робин Уильямс или кто? Это не певец, Фредди, есть такой комик. Фредди Меркьюри. Да, этот. Эдди Мерфи. Эдди Мерфи, знаете Эдди Мерфи? Да. Да, ну он комик, а Робин Уильямс тоже комик. Вот, они будут париться, если вы просто расскажете их шутку своему Не мужу. будут, 100%. Они скажут, И роялти не будут требовать у них. Да, правда. Смотри, что происходит. Что происходит? Смотри. Ух ты. Это мужчина просто с Леной знакомится. А он с вами знакомится или... Или вы знакомы уже? Я бы Ну все, не мешайте. Надо не мешать. Не мешайте, не мешайте. Может быть, это новый круг общения, подождите. Все тихо. Все тихо. Тихо. Он с бокалом, она с ним пьющая. Да, так успел. Провал сразу. Да подождите, ну там он, может быть, анекдот рассказывает. Ну, может, там... Так. Он просто не знает всей В общем, реально, на самом деле, если вы просто чуть-чуть ознакомитесь, у вас будет время с какой-то... Это на самом деле отдельный совет. С тем, как строится юмор, вам станет понятно. Это на самом деле формула. Ну, там буквально формулы есть, сочетания, разные приемы, и вы их научитесь делать. И вам просто, даже ознакомитесь, просто будете понимать, и вам будет более понятно и проще, как и что происходит. Давайте поаплодируем Ире. Ир, запомнили? Джуди Картер, Библия комедии. Можете загуглить. Ее легко найти, она есть в доступе. Да, там все расписано, поэтому будет Вот. круто. Там реально элементарная история. Ну, А очень- сколько там заповедей? Она небольшая. Каких заповедей? Ну, Библия, вот, человек не читал, видишь, поэтому так судит. Так, кто нам расскажет еще проблему? Давай еще. Денег не хватает. Тебе не хватает денег? Да. На что? Но слишком много хочу. Ты или жена? Да, наверное, я. Я и жена тоже. Так, и жена тебе- Я для жены. Ну, жена же работает? Ну, так она меня кормит. Ну, а денег нас не хватает. ситуация Скажи, что она лучше работала. И раз не хватает, она работает. Ну, что? Я свои говорю. 30 на не 70. помогает. Ну, 30 на 70. 30 на 70. Вашему бате в склад никто не нужен. Это подкат такой? Скажи это еще раз, но с акцентом этим, восточным. Они умеют, слушай. Эй, вашему бате на склад не нужен? Красиво. Я максимально на Кавказе не Не, похож. серьезно, тут нужно понять, или надо унять пыл, или начать больше Унять пыл? зарабатывать. Надо меньше есть, не 3 раза в Да, день. послушай, Один. Он не ест, он один и ест. Один раз? Да. А, значит, ты 5 раз ешь, получается. Больше, чем... Ты ешь один раз в день? Да. Вот Ну, сейчас. целый день, да? Ты такой просто растягиваешь прием пищи надолго. Не. А как? Не Как знаю. получится. Как получится? Ладно, на что тебе нужны деньги? Давай. Так, ой, Я сейчас как инвестор говорю. У меня нет, если что. целый список я его приготовил. Да нет, конечно, но много всего. Там задачи. Задач, но не хватает. Да, не хватает. Вот. Ну, ты Наверное- работаешь все время. Постоянно работаю. Ну, надо начать менять работу. Раз не хватает. Да, надо. Мы решили твою проблему. Спасибо. Пожалуйста, Я обращайся. 5000. А, это так А работает. понятно, работает. Не, ну я знаю, ты много работаешь, у тебя много разных работ. Куча проектов каких-то. Так нет, вот я думаю, или меньше работать, или меньше думать. или меньше придумывать. Потому что каждая придумка это... Деньги. Да, Ты придумаешь, куда потратить деньги? сидишь? да. Так, получается, деньги есть. Получается, много думает. Ты можешь его снять, чтобы он не думал? У вас тогда деньги в семье аккумулироваться начнут. Они же, вот, видимо, только появляются, он такой, так, чтобы что придумать? Ну да, У нас проблема. Какая? У нас есть сучка резко. Сучка резкая? Ну, Наташ, не надо так о себе. Что это? Когда обрезаешь деревья, остаются ветки. Ты туда ее кладешь, и ее на щепу резать. Все, вот это сучка резка. А в чем проблема? А это уж ей... Она не режет сучки или что? Нет, потому что у нас нет вет. Одна... Там сучка резко. И я спрашиваю. Ну сейчас он купит сучки теперь. Нет, так это новый бизнес-план, он что-то придумает, но зачем ему дать? Вот это еще бабки,
куда притулись, сучкорез? Отлично, да. Сучкорез я уже взял, да. Надо теперь как-то придумать, что с ним делать. Да. Слушай, а у кого еще проблемы с бабками? Есть такие люди, у кого... Поаплодируйте, у кого проблемы с бабками? У вас тоже есть сучкорез, да? У меня нет, у мамы. А сучки есть? Подскажите, Дима, вот как это работает. Так, проблемы с бабками. В живем. У нас есть деревья, но их никто не А режет. сучков нет? Так, хорошо, у вас проблемы с бабками, да? То есть, ну, вы хотели бы бабок больше, да? Конечно. А зачем вам деньги? А подождите, я уже научился, иди работай. А зачем вам деньги? Школа дорогая. Какая школа? Вы что, в 11 классе? А, ребенок. Слушайте, ну, смотрите, но на самом деле, я так считаю, ну, мне так кажется, что деньги, это не может быть самоцель, это инструмент. Да. Вот Дима, да, вот Дима, например... Поменял инструмент деньги на инструмент сучкорезку. Да. Потом он может обратно инструмент сучкорезка обменять на деньги. Ну не жил, ладно, давай, смотри, давай я тебе так скажу. Зачем деньги? Деньги банально вот в том, чтобы ребенка отправить в школу, и чтобы у тебя было время не только зарабатывать, собственно, эти деньги, а еще и на себя. Правильно? Ну, Деньги на себя. Положить. время. Приятно лежать на деньгах. Было время на себя. Ага. На себя положить, то... Нет, а когда денег не хватает, то приходится на себя положить. Там так работает, я понимаю. Поэтому как бы, деньги в любом случае нужны как минимум на то, чтобы освободить время для себя. То есть ты покупаешь, получается... Время. Время. Больше времени, да. Потому что ты, когда Или сучкорезку, там ты не можешь круглосуточно заниматься ребенком. Ты не можешь, конечно. иногда растут сучки. Мы уже попробовали Мы уже год пробовали, прожить никак. Без ребенка? с ребенком без школы. Ну, я понял. Тяжело, да. Вот поэтому, да, деньги нужны. Деньги нужны, чтобы покупать больше времени, получается. Вот, как бы да. То есть, если много денег, ребенка можно вообще отдать в школу на все время, правильно? Пока не ста- Когда ему будет 18, вернете, все. Не, почему? Я согласен, говорит, доченька, спокойной ночи, доченька, добрая. Не, ну так можно заезжать в школу, типа, Да. да. А, нормально, батя, да? И она такая, батя, мне 30 лет, хватит целовать меня в лоб. Пожалуйста, у меня так ни одного парня не будет. Смотри, ну на самом деле, я считаю, ну я не знаю, как у вас эта ситуация, но в принципе любая кризисная ситуация, так пишут в книгах, она всегда открывает для человека море возможностей. То есть он, привыкая в комфортных условиях, то есть там, ну я свои 5000 гривен зарабатываю, не про тебя сейчас, Ярик. Про Диму, вот, на одной работе. Ярик, сколько? 5000 долларов, правильно ты зарабатываешь, правильно? К сожалению, нет. Ты что, на пятерки не зарабатываешь? Не, ну, Да, я про баксы сказал. А, про баксы? Да. Я думал 5000 гривен. Да, Нет, ну, все я хотел, понимаю, да, хотя понимаю. Ладно, шучу, все, Ярослав, шучу, это уже абьюз пошел. Смотри, я просто... Ярослав, если что, бьюсь там с самого начала. Да. Я так понял, вы потом к ним пойдете, да? Он сейчас наше шоу снимает. Такой типа, блядь, в следующий раз, в следующую пятницу мы здесь будем с женой сидеть. Итак, мы наконец нашли время на себя. И на вас. Слушай, ну смотри, я просто думаю так, что любое кризисное явление, оно всегда порождает какой-то вызов для человека. Что такой, блин, ну, мало денег на школу ребенку, ну и мне денег мало. Может быть, я что-то подумаю, ну вот, например, Дима, опять же, пример, это наш... Не меньше брать, кстати. Попробуй половинку. Экономить на себе. Растянуть на 2 дня. Будет 2 сучкорезки потом. Да, то есть, ну, на самом деле, просто почувствовать какую-то возможность для себя в плане того же развития. Вот я, например, работаю в автошколе, никогда в жизни не думал, что там буду работать 2 года, и получается, мне нравится, классная тема. Я никогда не думала, что я пойду работать с детьми. Ну, нравится? Чуть-чуть чувствуете, что это ваше? Вам нравится это? Нет, в принципе, нравится. Я же пошла учиться на психолога, я много чего закончила, мне это нравится. Но вы с хотите денег? каждым годом все сложнее работать с детьми, потому что Почему? ну, просто дети сложные. И сложные. О, это да, это хорошо. Это девиз на школе написано, ну, не на автошколе. Это сзади написано? Типа? Да. На входе школа, добро пожаловать, сзади родители пидорасы. Это издержки работы. Выгорание, во. Выгорание, так это Да, понятно. я знаю, я вас понимаю прекрасно, потому что я тоже работаю с детьми, и ну, ты чувствуешь какой-то момент, что ну, пора завязывать с этим, потому что ты тупеешь. На каком-то этапе реально тупеешь, деградируешь. Вот.
Потом прихожу в автошколу, думаю, ну, дети нормальные, умные. Ладно, шучу, вырезайте это все. Мне надо желать, я деньги люблю, Я это выложу, Денис, я это выложу. Маты вырежу, а это выложу. Заблюрьте. Напишите здесь профессионал 21, пожалуйста, вместо корпорации автошколы. Форсаж. Форсаж. Профессионал, форсаж, все пишите. Денис, а почему ты одел футболку, худи корпорации автошкол? Ты же в форсаже работаешь. Да. Это вначале я поставлю. И бабки оттуда. Мне форсаж понравилось, я там был. А мне нет. Ну, я там был на экстремальном вождении. Просто идите к плохому инструктору, и все. Нет, я просто хочу вернуться к этой всей системе, к этой всей теме с деньгами. Ну, в принципе, знаете, я вам так скажу про себя, да? Ну, если мы уже такие откровенные. Нет, скажи вслух. Я говорю вслух. Ира, запишите. Да. Я книгу прочитал. Человек, ну, только... Библия комедии, пожалуйста, 10-я заповедь. Ну, да. Нет, просто я какое-то время, у меня был комплекс Плюшкина, когда я просто для того, чтобы были деньги, чтобы они вот лежали, и, ну, вот, у нас, ну, это комплекс, это не совсем правильный подход. То есть, и вот я купил летом машину, и я ее продал через месяц. Да, продал. Потому что для меня, в принципе, был стрессовый момент потратить большую сумму денег, потому что никогда так много не тратил. Я понял, у меня комплекс внутри меня. Машина была чисто, чтобы к психологу ездить. Да, я такой, я не тяну, либо машину, либо психолог. Потому что машина дешевле, я продал ее. Не, просто правда, и я понял, ну, в чем у меня проблема, я боюсь расставаться с такими большими суммами. Это правда, это психологическая проблема, потому что у тебя муж есть. А ты знаешь, насколько проще, когда ты вот уже расстался с этой суммой, у тебя как бы запаса на месяц-два, и все, да и дальше легко становится. Ты думаешь? Потому что худеть начинаешь, да? Я купил машину до войны, Так. поэтому там были другие перспективы до войны. Так. Таксистом работают. И заработки, вот, у меня как бы машина появилась Во время войны. во время войны, Потому что её полгода, доделывали. пока ее привезли, пока это... Новая машина, еще одна? Из Америки, походу. Нет, Да, с Америки её просто я ее выкинули. купил, Битую. да. Там не было написано «не бита, не крашена, сел и поехал». Там бита, блядь, крашена, не сел, не поехал. Покупай. Сейчас нету, сейчас о деньгах. Вот просто когда ну, я уже расстался с этой суммой денег, пускай не сразу, потому что там сначала там, на аукцион, потом на ремонт, потом на ремонт продавали, точные расходы, но не суть. Потратил большую сумму денег, ну, то есть основную. У меня есть машина, у меня нет денег, и у меня нету этого запаса, и да, и ты к этому относишься уже проще на самом деле. То есть ты живешь уже, ну, по-другому. Ну, блядь, у тебя не получится, вот как ты думаешь, вот пойти. Вот, блядь, сейчас все заебало, и я пойду, наверное, уволюсь с работы, пойду сменю профессию, блядь, там на 3-6 месяцев пойду на курсы. Там. Нет запаса расслабленности, получается. И тебе нужно как бы вот что-то решать здесь Вот почему я сейчас. купила. Да, если было ощущение, вы говорите, у вас жена психолог. Ощущение, что вы эту проблему уже прорабатывали не раз, потому что вы такой, да нет, все нормально, нормально, я уже расстался с суммой, все хорошо. Я проработанный. Мне уже хорошо, я уже не переживаю, все в порядке. Я вкидываю деньги в нее, но это хорошо. Ладно, все, Проехали. Как вас зовут? забыл Сергей. Вас обоих. Наташа. Сергей и Наташа. Давайте поаплодируем Сергею и Что, Наташе. мы сегодня вечер Наташа? Ира, вас не Наташа зовут, потому что наврали нам специально. Вы же рядом девушку не спрашивали, кто это? Да. А вас не Наташа спрашивай. зовут, простите? А как? Катерина. Катерина. Прекрасно. Хорошо. Так, хорошо. Давайте вот что. Финалить. Я все сидел, думал все это время. Нахер сучкорезка тебе, если сучков нет? Объясни мне. Я все время думала. Я поэтому в историю не вник. Я сижу, он что-то рассказывает, думаю, а у меня в голове сучкорезка крутится. Нет, я просто думал, что это у Димы просто неудачный стартап. Он просто писал такие, так, чем заняться, что такого нового классного, сучкорез. А потом придумал. Мне слово понравилось. Да. Ну, она красивая, эта сучкорезка. Что не так с ней? Или что так, наоборот? Да что тебе не так с ним? Она просто стоит. Она Просто просто... стоит. Зачем ты ее купил? Она бесит, как мне Она стоит где-то там и бесит. Зачем ты ее купил, если она не нужна? Зачем? Скидка была хорошая. Зачем? Ты если ушел сейчас- такой, о, увидел такой, о, дешево, беру. Все. Недешечку. Не дешево? Нет. Тогда он так берет, получается, о, дорого, Да. беру. Класс, буду ходить, придут гости в дом, буду выпендриваться Я не- сучкорезкой, я не- дорогой. не- Ценник не сниму с нее, пусть смотрят.
Такие, о, видали, какая сучка резкая. Так, это все. Да. Прорабатываем. Так, сучка резко, это не проблема. Проблема расставания с деньгами. Потому что... Наташа. Да, потому что вот большими. даже сегодня Я не вот покупала раз сучка. уже выносит мозг. За что? За то, что За я телефон. Он подарил ей телефон, она выносит мозг. iPhone? Уже выносит мозг. Я только занес его, уже выносит мозг. Подожди, это с твоей карточки была списана сумма или нет? Это с ее С её карточки. карточки, А, с твоей конечно. карточки тебе Это, телефон подарили? это я тот, кто... Ярик, классная схема. Нормальный план, вы можете. Вам нужна одна карточка на семью. Чтобы никто не знал, где чьи деньги. Вот Чтобы ты ложил бабки на эту карту свои, которые зарабатывал. И тем самым бабки общие. И никто не знает. Это 1 050 000, да? Она зарабатывает $1 100 000. У вас вместе 1 100 000, Да. понимаешь? И ты такой, ну это общие деньги. Положил в копилку такую, мои Да, и ты можешь тратить любые. Ты такой, ну я тоже зарабатываю. А ты откуда знаешь, сколько там зависит от моих? Слушайте, но я думаю, что все равно, в принципе, вопрос, который касается самого характера. То есть человек это выработан, я говорю про себя, так, годами. И когда человек это осознает, такую проблему, вот я, например, осознал свою проблему, я понял, я больше машину не покупаю. Вещь должна приносить удовольствие. Да, и она, ну то есть ты когда покупаешь что-то, ты не должен думать, я умру с голоду, нет. Да, он это не знал. должен быть только вызов. Ну и сучка резко тоже нахуй не нужна. Он когда купил машину, он сначала не посчитал, что она ее еще заправлять надо. Он вообще охуел. Когда... Да, он вообще такой, блядь. Там, когда она была, он успел ее продать до того, как менять зимнюю резину. Он такой, блядь, забирайте быстрее, я не хочу это тратить, пожалуйста. Но бензин слил. Да. Бензин слил. Бля, да. дома стоит до сих пор. Да, до сих пор. И масло тоже, да. Да, я его не И продаю, антифриз потому что тоже, жалко. да. Ну. Антифриз стоит, отвечай, я фотку скину. Ну потому что я его купил. Поделись ты с другом. Чем поделиться? Антифриз, он же ездит. 20 гривен литр. Ладно, посмотрим, соберемся. Нет, Да, я понял. Ну нет, чисто отбить тебе бабло надо, ты купил, да, я понял, да. На самом деле, хотелось бы сказать самое главное, что в любой, ну, девиз наш, в принципе, любой проблемы есть выход, да, как говорят проктологи, вот. Нет, на самом деле, вот, шутка, запиши ее. Короче, на самом деле у нас Про проктолога запиши шутку. проблем. Я просто думаю, что, во-первых, я очень рад, что вы все раскрепощенные и поделились своими проблемами. Возможно, мы даже что-то не помогли вам, но, в принципе, когда вы проговариваете, есть такой психологический эффект. Когда ты проговариваешь эту проблему, ты ее признаешь. Это самое главное, Ир, да? То есть вы сказали...